подписчиков и зрителей канала Personal Experience. Сегодня у нас долгожданный обзор камеры GoPro Hero 8 Black и самых необходимых, на мой взгляд, аксессуаров. Давайте для начала начнем с самого интересного, самой камеры. Распакуем ее, посмотрим все новшества, которые в ней есть, а потом разберем каждый из этих аксессуаров в отдельности. Поэтому для начала мы их берем в сторонку и ознакомимся с упаковкой камеры. Так, давайте ознакомимся с коробкой. Лицевая сторона, с ней все ясно. Сбоку указаны основные функции. Функция фото 12 мегапикселей. Максимальное качество видеосъемки это 4К 60 кадров в секунду, а также может снимать Full HD с частотой 240 кадров в секунду. Slow Motion 8X, то есть это 8-кратное замедление видео, которое снимается. Hyper Smooth 2.0, функция стабилизации при съемке во время движения, то есть если вы бегаете и камера трясется, эта функция поможет вам стабилизировать картинку, чтобы она, как говорится, была приятная для просмотра, то есть чтобы не дребезжала камера. The Time Lapse 2.0, также это более обновленная функция, которой не было в прошлых моделях. Лайв-стриминг, то есть сейчас можно при помощи Wi-Fi стримить в реальном времени, допустим, в социальных сетях, снимать на камеру и стримить то, что вы сейчас снимаете. Live Burst, это функция живых фотографий, то есть это пользователи iPhone, наверное, знают, то есть когда камера, допустим, снимает несколько кадров и кажется, что как будто бы кусочек видео снялся, то есть, допустим, GoPro указывает на то, что как будто бы камера снимает до 1,5 секунды до нажатия кнопки, допустим, снятия и после, то есть и тем самым такой эффект получается. Супер фото плюс HDR, то есть на этой камере фотографии сейчас более насыщенные, более яркие при помощи HDR. RAW функция. Здесь также есть вот эта новая функция, это функция крепления, которая уже установлена непосредственно на саму камеру, на корпус камеры. Раньше этого не было, то есть раньше, чтобы закрепить камеру, нужно было использовать рамку специальную, куда вставлялась камера, и уже камера крепилась на какие-либо крепления, на аксессуары, которые сегодня мы с вами будем рассматривать. Также есть функция голосового управления на нескольких языках, то есть в том числе и на русском тоже. Здесь на камере есть сзади тачскрин, одновременный дисплей, то есть все необходимые функции, пресеты выбираются при помощи нажатия на экран. Камеру можно погружать без использования дополнительного аквабокса, то есть чего-либо еще на глубину до 10 метров, просто из коробки. И есть функция GPS. Так, на тыльной стороне указывается, что эту камеру можно подключать к мобильным телефонам. Приложение можно скачать из App Store или с Google Play. В принципе, и там программы похожие. Мы это с вами продемонстрируем, увидим воочию. Я скачаю на свой iPhone и подключу камеру к мобильному телефону. Также здесь на этой стороне указывается содержимое коробки, что сейчас в ней лежит. То есть это сама камера, батарейка одна, есть самые необходимые крепления и кабель зарядки. Итак, давайте вскроем и посмотрим на все это воочию. Вскрывается камера вот таким простым движением. То есть, видите, она абсолютно не новая. Я, как всегда, первый раз все это делаю на камеру. То есть ни разу я ее не вскрывал. И сейчас барабанная дробь вместе с вами сделаем это. Вот таким вот легким движением коробка вскрывается. Можем здесь
Здесь та самая батарейка GoPro. Значит, видите, она сверху синенькая. Это новое поколение этих батареек, необходимо именно для, значит, GoPro 8. На предыдущих моделях по размеру они были такими же, но вот этой синенькой вот этой крышечки не было. Они были полностью черные. GoPro поддерживает старые батарейки, но некоторые функции будут, значит, недоступны. Поэтому, если вы будете покупать себе дополнительную батарейку к своей камере GoPro, вы обязательно обратите внимание на это и покупайте именно вот такие батарейки с голубенькой вот такой вот крышечкой сверху. Кабель зарядки. С одной стороны обычный USB, с другой USB Type-C. Здесь вот эта вот такая салазка, она полукруглая, значит, самоклеющаяся, для того, чтобы можно было камеру наклеить на какую-то изогнутую поверхность. Ну, соответственно, это обычно делают на шлемах мотоциклистов или велосипедистов, то есть на круглую поверхность. Клей очень прочный, поэтому здесь никаких проблем нету с этим. То есть камера устойчиво держится. Посмотрим, что с этой стороны. В этой коробке двойное дно, я так понял. Здесь информация GoPro Plus. Это можно загружать свои фотографии в облако по аналогии с вот этими продукцией Apple и держать, допустим, свои фотографии там, как бы, чтобы держать свою карту памяти всегда пустой. Здесь самый необходимый вид, так же, как я вам говорил, видите, это кабель зарядки, батарейки, как это все надо проделать. И здесь вот эта вот салазка, которая вот идет по умолчанию в коробке, она, видите, специально для того, чтобы ее наклеить на шлем. Здесь, значит, need help, то есть если какие-то возникли либо проблемы, можно использовать это. Здесь официальная страница, где что, куда звонить, куда жаловаться. Я так понял, вот это стикер, наверное, книжечка. Потом, если будет необходимость, почитаем. И сама камера. Давайте открутим ее. Вот так получилось очень легкими движениями. Видите, вот эти ушки, про которые я вам говорил, это новое ноу-хау, которое было сделано только в этой модели. Они крепятся вот здесь на специальных шурупах к корпусу. Они загинаются, если необходимо. То есть они нужно использовать на магнитах. Также потом можно просто легко выдвинуть и закрепить их при помощи, допустим, вот такого вот шурупчика, болтика, как вам удобно называть. Камера, она небольшая, значит, сверху у нее вот такой вот такой приятный на ощупь софт-тач пластик прорезиненный, а центральная вот эта вот часть каемка, она такая из плотного пластика, даже чем-то напоминает металл, но это не металл, это именно пластик. И вот такая вот салазка тоже здесь. Правда, это моя первая камера GoPro, поэтому я, честно говоря, ни разу не пользовался, и для меня каждое из этих вот, значит, движений это все в новинку, поэтому прошу прощения, если меня смотрят уже профессионалы и видят, что я так долго ввожусь с такими простыми вещами. Так, снял. Так, на защелке тоже такое вот крепление. Давайте сейчас включим камеру и посмотрим на нее, уже на экран.
Этот стикер снимается, то есть это просто рекламный стикер, это не, так сказать, не изображение, просто картинка. Так, давайте вставим батарейку. Чтобы вставить батарейку, здесь, видите, сбоку есть такая вот откидная крышечка. Чтобы ее открыть, нужно вот эту вот часть выдвинуть вперед. Видите, здесь такой вот красный индикатор указывает, что крышка открыта. И просто ее откидываем. Очень много видео люди жаловались о том, что вот эта крышечка, она вот так просто очень так легко откидывается. И во время, допустим, неосторожного движения где-то, когда-то, это может крышка потеряться. Но я думаю, что если все это делать аккуратно и как бы осторожно, то крышечка никуда не денется. С нее, то, что она снимается, это есть как бы дополнительная функция. У этой камеры скоро будут продаваться дополнительные аксессуары специальные, которые можно будет подключить, допустим, только лишь сняв ее, эту крышку. То есть как бы обязательно надо ее снять, а потом ее подключить. О них я расскажу в следующих видео, так как планирую тоже купить эти аксессуары дополнительные такие вот для влогов. Поэтому заранее я не буду спойлерить. Но те люди, которые следят за темой, они в курсе, что это такое. А так давайте пока просто установим батарейку. То есть здесь, видите, здесь даже внутри видно, как ее правильно устанавливать. Просто вот вставляем сюда. Вставили. Также здесь есть, видите, значит, вход USB Type-C и место для карты памяти. Карты памяти мне пришлось купить отдельно. Это карта памяти SanDisk Extreme, значит, емкостью 128 гигабайтов. Давайте сейчас ее я вскрою и также сразу же установлю. Так, я карточку вскрыл из коробки и обнаружил только что одну интересную особенность. Это своего рода лайфхак, то есть чтобы сразу не мучиться, да, потом. Надо сначала вставить карту, а потом уже батарейку. Смотрите, сейчас надо батарейку снять. Видите, здесь для удобства специальная такая выемка есть, потому что, чтобы вставить карту, надо будет на нее немножко нажать. Как бы надо, чтобы она раскружилась, вошла в отверстие, потом как бы немножко обратно вернулась. Таким вот образом. Соответственно, если будет уже установлена батарейка, эту процедуру будет сделать очень сложно. Камера на месте, вернее, карта на месте и камера, соответственно. Вот батарейка, и потом вставляем также батарейку. Батарейку вставили. Давайте вернем крышечку на место. Первый раз проделываю операцию, поэтому может быть немножко занять время. Вот так, видите, очень просто. И, соответственно, надо прижать. Прижимается. О, нажал на кнопку. И закрывается. Все. Закрыто. Ага, камеру я запустил. Видите. Камера 8 Black. На некоторых моделях, вернее экземплярах, некоторые пользователи жаловались о том, что экранчик вот этот вот, да, монохромный, который указывает о, значит, информации, да, который там сколько осталось зарядки, там сколько места в карте памяти, то что он был как-то криво установлен. На моем экземпляре все четко, так что я этому очень рад. Давайте снимем защитную пленку. О, видите, не нужна. Выбираем язык, ну, соответственно, по умолчанию первый English. Давайте посмотрим, выберем русский. Так, нажмем галочку. Ну, конечно, у нас нет вариантов не принимать соглашение, принимаем. Мы же хотим пользоваться. Фиксируйте место съемки ваших видео и фото. Окей. Так, установите GoPro Application на телефон. Для завершения установки при включенной камере выполните инструкцию в приложении. Все, давайте сейчас я возьму телефон и на телефоне будем все это дело доделывать. Итак, мы в App Store. Нужно найти приложение GoPro.
Вот GoPro. Вот это вот приложение. Сделаем Get. Пошла загрузка. Сейчас загрузится. Так, итак, наше приложение GoPro загружено. Открываем. Разрешаем. Мы нашли вашу GoPro. Ну, я вот очень рад. Подключить камеру. Создать пару. Так, вот, пара создана. Так, здесь мы вписываем любое удобное для нас имя, чтобы сохранить подключение. Ну, я написал Hero 8 Black. Сохранили. Подключение. Доступно обновление ПО камеры. Так, почти 85%, 86-87%. Почти что обновилась наша GoPro. Подключение. Все это делаю первый раз. Все это делаю, просто читая как бы пошагово весь процесс. Поэтому как бы, может быть, кто-то сейчас смотрит и смеется, да, думает простые вещи. Ну, как говорится, есть люди, которые, так же как и я, планируют купить эту камеру и не имели до этого ни 7, ни 6, ни какой-либо ранней модели, поэтому для них это так же, как для меня, это все впервые. Так, пошел процесс установки обновления. Видите, на камере здесь изображение, вот галочка появилась о том, что установка обновления закончилась. Все, заново нет, готово. Так, теперь давайте посмотрим, если подключено. Давайте управлять GoPro. Посмотрим, как они сейчас сконнектятся. Телефон и экшн камера. И вот, как мы можем видеть, произошло, значит, подключение телефона к камере. Видите, сейчас снимает в данный момент GoPro. Сейчас я его поворачиваю. Экран тухнет, ну, соответственно, потому что камера думает, что мы сейчас используем телефон вместо экрана. Это удобно в том случае, если, допустим, камера закреплена где-то, например, на шлеме или где-то в другом месте. То есть вы не можете смотреть на дисплей. Соответственно, роль дисплея сейчас исполняет телефон. И здесь можно также выполнять другие функции, те же самые функции, что и на самой камере. То есть здесь, видите, здесь таймлапс, потом здесь обычное видео, это фото, это лайв. Допустим, вы можете в Facebook включить прямую трансляцию. Перед этим надо настроить. Все нормально работает в реальном времени. Вот видите, я навожу, значит, камеру на телефон, и, соответственно, видите, сейчас все, камера снимает. Все это нормально. Чуть-чуть небольшое опоздание есть, но несущественное. Все, картинка очень плавная. Смотрите, как я, да, вот, можно сказать, что трясу камеру, а картинка очень плавно меняется. В этой модели GoPro Hero 8 есть как положительные, так и отрицательные изменения в конструкции корпуса. Положительным я мог бы отнести это вот наличие вот этих ушек. То есть сейчас уже не нужно использовать рамку для крепления на аксессуары, на дополнительные устройства. А отрицательное, например, можно указать вот, значит, несъемный объектив. Наверное, вы знаете, что на предыдущих моделях объектив можно было снять, установить сюда фильтры дополнительные, то
То есть, если вдруг по неосторожности, так как это экшн камера, то есть объектив поцарапался или сломался, можно было купить, если я не ошибаюсь, в районе $20 стоил оригинальный, и поменять его. Здесь же это сделать невозможно. То есть, если вы разобьете объектив, поцарапаете, то камеру надо будет менять целиком. Но есть решение. Есть решение от самой GoPro. Это дополнительный аксессуар по аналогии с мобильными телефонами. То есть это стекло, которое клеится на объектив и на вот этот задний дисплей. Стоит комплект тоже в районе $20 оригинальный. Но я нашел более интересное предложение. Сейчас я вам покажу. То есть это не только стекло, есть еще дополнительный аксессуар. Все это вот в этой коробочке. Я заказал ее с Амазона. Ссылка на этот комплект будет в описании к этому видео. Так что если вы тоже счастливый обладатель вот такой вот камеры GoPro Hero 8, вы тоже сможете себе заказать, сэкономив деньги и обезопасить себя от каких-либо неприятностей. Давайте вскроем коробку и посмотрим, что же здесь внутри. Это, конечно, не оригинальный аксессуар. Значит, какая-то китайская компания выпускает. Но заказал с Америки, поэтому я думаю, что он специфицирован и, как бы так сказать, приемлемого качества. Здесь вот такой вот маленький бокс транспортировочный для камеры. Открываем его. Что же здесь? Здесь комплект защитных стекол. Их 3. То есть на объектив, на вот этот маленький монохромный дисплей и на задний дисплей. То есть здесь есть плюс, то что в оригинальной версии только два стеклышка на значит, вот этот вот дисплей, то есть этот объектив, и на задний вот этот большой экран. То есть на монохромный вот этот вот дисплейчик стеклышко не предусмотрено в оригинальном аксессуаре. Здесь же их 3. Все для чистки от пыли. Все это мы сейчас сделаем, установим вместе с вами. Здесь также присутствует вот такой вот силиконовый защитный бокс, можно сказать, или корпус, который легко одевается на камеру и защищает ее от царапин и во время падения, может быть. Также есть вот такой вот шпингалет, который можно использовать для крепления его, допустим, на рюкзак. Ну вот, я сказал, эти защитные стекла. Здесь все, в принципе, банально. То есть все это вы видели миллион раз, наверное. Правда, вот это все стекло, а здесь, допустим, вот на этот маленький дисплей такой вот как бы плотненький такой вот, я думаю, это как винил. То есть это не стекло. Сейчас я это все быстро установлю, чтобы не занимать это ваше время, и потом мы все это посмотрим воочию еще раз. Ну вот, все защитные стекла установлены вот на объектив, на монохромный вот этот экранчик и на задний дисплей. Все, камера защищена, и есть вот такой вот еще силиконовый такой вот кейс. Давайте протестируем его. Сначала ставим в сторону с объективом, посмотрим, как камера будет смотреться от нем. Он довольно плотный, очень плотно одевается. Вот, видите, камера практически полностью на 360 градусов защищена. Но есть одно но, то есть если вам надо будет ее зарядить, вам надо будет ее обязательно достать из этого силиконового кейса.
А так все кнопки, видите, здесь кнопка включения, микрофоны, вот фронтальный микрофон, нижние два микрофона, также вот и боковой микрофон, они открыты, чтобы звук проходил, значит, беспрепятственно. Это не оригинальные аксессуары, у оригинальных здесь снизу пишется еще GoPro, но, смотрите, то есть я вот за этот комплект, вот с этим боксом, резиновый вот этот вот силиконовый корпус и 3 стекла я отдал всего $12. Тогда как только лишь вот это вот одно оригинальное стекло, вот два этих стекла стоит $20 оригинальных. То есть кейс тоже стоит, я честно говоря точно не знаю, но минимум долларов 15-16 будет. То есть вот такая вот экономия, а вот это вот такой вот этой вот сумочки кейса вообще в помине нет. Это очень удобно для транспортировки. Вот так, ставили сюда камеру и можете ее вот так закрыть. Сейчас я продемонстрирую, для чего это хорошо использовать. Давайте посмотрим наши другие аксессуары. Они уже официальные, от GoPro, оригинальные. Итак, первый аксессуар. Это вот такая вот палочка. Селфи-палка, трипод. Ну, на видеокамере селфи как-то не снимаются, но все равно. Вот такой вот аксессуар. Здесь указываются варианты инсталляции, то есть как его можно использовать. Он разборный, можно использовать только как ручку. Потому что камеру постоянно вот так вот в руке держать не очень-то удобно. Желательно использовать такую вот ручку. Вот здесь она сгибается, можно разобрать, можно вот так вот в горизонтальном положении снимать. Есть функция трипода, трипод с ручкой. Вот такие вот варианты. Давайте вскроем коробку и посмотрим, значит, что внутри, как это все сложно упаковано. Первый раз опять снимаю. То есть это оригинальный аксессуар GoPro. Не из дешевых, кстати, тоже. Но я купил его на Амазоне с хорошей скидкой. Ссылка будет в описании, так что вы тоже сможете воспользоваться ею и приобрести себе этот аксессуар, если, конечно, вы его себе хотите. Вот такой вот аксессуар, трипод. Здесь есть небольшой секрет. Видите, вот эта часть у него откручивается. Здесь вот ножки от трипода. Чтобы их использовать, нужно снять вот эту вот верхнюю заглушку. Ее можно вернуть обратно сюда. Так. И, соответственно, можно закрепить на этот трипод камеру. Благо здесь уже есть ушки. Использовать только камеру. Или же установить, допустим, вот камеру. Я сейчас ее закручивать не буду, потому что все занимает время. Допустим, или сюда в таком положении. Все это открывается, все это фиксируется в необходимом, допустим, под необходимым углом. Или же мы можем просто, если нам не нужна вот такая длинная, мы можем ее полностью вот так вот уменьшить, снять эту часть. И вот эта вот ручка, очень удобно ее держать вот так, установить камеру. Очень полезный аксессуар на все случаи съемок, на все случаи жизни. И вот этот вот дополнительный, вот этот вот, кстати, так сказать, может быть, бокс, кейс, тоже очень в этом случае помогает. Допустим, можно просто камеру, если вы переносите ее вот так вот, таким вот образом уберечь. Допустим, если вы его кладете в сумку или куда-то в другое место, вот так вот просто зажимаете, и, соответственно, у вас она постоянно, так сказать, под защитой. Несмотря на то, что есть защитные стекла и все остальное, но так наверняка. Нужно использовать
закрыли, быстро сняли свой кадр и обратно вот сможете ее упаковать. Вот один из самых полезных для блогеров режимов съемки данного штатива. Видите, вот удобно можно установить камеру под уклоном на стол и, допустим, снимать какой-то обзор, руки свободные, камера закреплена устойчиво. То есть очень универсальный, значит, вот этот вот такой вот аксессуар, который я, в принципе, могу всем посоветовать. Стоит своих денег. Еще один полезный аксессуар, вот такой вот, значит, такое вот устройство, если вы можете так выразиться, крепление на голову и специальная клипса, при помощи которой можно тоже закрепить на ремень или как бы на другой какой-нибудь такой вот материал. Давайте вскроем. Для начала давайте посмотрим на картинку. Значит, видите, здесь кепка. Можно кепку, есть те люди, которые носят кепку наоборот, то есть козырьком назад, могут спокойно при помощи вот этой клипсы, которая здесь внутри, закрепить на кепку. Или же, если вы не пользуетесь никаким головным убором, то можете вот при помощи вот такого вот, значит, аксессуара, значит, одеть камеру, закрепить ее на лбу и проводить съемку. Это очень удобно, если вам нужно, чтобы ваши руки были свободные, и, соответственно, снимать то, что видят ваши глаза. Давайте вскроем. Аксессуар тоже абсолютно оригинальный. Есть очень много китайских заменяющих, так сказать, аксессуаров, но разница между оригинальным и неоригинальным была несущественной, поэтому я решил взять оригинальный. Вот сам аксессуар. Здесь все очень аккуратно упаковано, сразу видно, что это оригинальный аксессуар. Вот это самая клипса для крепления на, допустим, головной убор, на кепку. Или я думаю, что ее можно даже использовать для крепления на ремень или еще на что-нибудь. Вот такой вот аксессуар. Одевается на голову. Камеру крепим на лицевую сторону. Вот так. Вообще у них вот эти ножки, они в принципе не такие уж и хлипкие, как про них говорили. То есть в некоторых обзорах я слышал, что ножки там люфтят, там еще что-то. Честно говоря, я такого греха за ними не заметил. То есть нормально, устойчивое крепление нормально. Вот так вот можно изменить немножко угол. То есть здесь все зависит от вас, как вам нужно снять. То есть для блогеров, которые снимают, допустим, что-то перед собой, это самое оно. Очень полезный аксессуар. А это, наверное, самый банальный из аксессуаров. То есть обычная сумочка, чтобы хранить и камеру, и все аксессуары необходимые. Я еще раз повторяю, что ссылка на все эти аксессуары вы сможете найти в описании к этому видео. Камеру я покупал с сайта Computer Universe. Там цены мне показались более-менее дешевые, поэтому я тоже вам советую, если вы захотите ее себе купить. То есть там очень хорошее предложение. Кстати, там же в описании к видео вы найдете промокод на 5 евро скидки на ваш первый заказ с Computer Universe. Так что это очень выгодно, есть 2 года гарантии международной, поэтому я, например, могу вам с чистой совестью посоветовать приобретать там электронику. Вот, допустим, видите, очень удобно помещаются эти аксессуары вместе с камерой.
в эту сумочку. Можете взять с собой, потому что сложно узнать, когда что понадобится. Вот все. И бережно, и безопасно. Поэтому цена на нее тоже была не такая астрономичная. То есть что-то около 12-13 евро. Но я посчитал, что это аксессуар must have. То есть, как бы, покупая камеру, нужно позаботиться о ее сохранности. И, кстати, об удобстве транспортировки. Поэтому я ее приобрел. На этом наш обзор подходит к концу. Это был такой легкий обзор, просто распаковка, указание всех основных функций и, на мой взгляд, самых необходимых аксессуаров. В последующих видео будет тестирование самой камеры во время съемки в разных режимах, в разных локациях, чтобы вы, мои зрители, мои подписчики, могли полностью получить необходимую для вас информацию, воочию увидеть режим съемки, работу микрофонов, чтобы не на словах, а на деле показать вам все, на что эта камера способна. Если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Если есть у вас вопросы, вы можете задать их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу как можно скорее. Всю необходимую информацию о ценах, о том, где я купил все эти аксессуары и саму камеру, вы можете найти в описании. Камеру я приобрел, так как я вам уже сказал, на сайте Computer Universe. Ссылка будет также в описании с промокодом на 5 евро на скидку на первый ваш заказ, если вы захотите что-либо купить с сайта Computer Universe. Если вы видите это видео первый раз, если вы еще не смотрели на другие видео на нашем канале, вы можете найти очень полезные видео в плейлистах на канале Personal Experience, подписаться на наш канал, так вы поддержите развитие канала. Если есть опять-таки какие-либо вопросы, вы можете написать и задать их мне лично. Большое спасибо, берегите себя и своих близких. До новых встреч!